Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео покажу, как связать бабушкин квадрат по-новому. Будем вязать квадрат с красивым объемным узором. Бабушкин квадрат — это простейшая техника вязания квадратных мотивов, при котором отлично сочетаются разные цвета пряжи. Можно использовать различные остатки ниток, и они будут гармонично соединяться в единое полотно. В этом видео я покажу, как связать бабушкин квадрат красивым объемным узором, и при этом техника вязания бабушкиного квадрата абсолютно не усложняется. Для вязания бабушкиного квадрата я подготовила различные цвета пряжи. Это не обязательно может быть пряжа с одним составом, но у меня подобрались ниточки одной фирмы. Это пряжа Alize Superlana Maxi, моточек 100 грамм, в нем 100 метров. Вот такая ниточка средней толщины. Для этой пряжи я использую крючок номер 5. У вас могут быть это и различные остатки ниток, и главное, чтобы нитки пряжа была одинаковой толщины, но вы можете использовать ниточку в 2 или в 3 сложения. Перед тем, как переходить к мастер-классу, дорогие друзья, прошу вас поддержать мой канал лайками и комментариями. Итак, начинаем вязание. Начинаю вязать квадратный мотив. Вначале делаю вот такое вот воздушное кольцо из нити. Ввожу крючок в центр кольца, вытягиваю такую воздушную петлю на крючок и провязываю одну воздушную петлю. Далее для вязания первого столбика из кольца провязываю столбик без накида и плюс 1 воздушная петля. Вот такой у меня будет столбик с накидом, начальный столбик. Далее делаю накид и провязываю из кольца еще 2 столбика с одним накидом. Первый ряд у нас будет состоять из 9 столбиков с накидом, по 3 столбика каждая сторона. На углах квадрата делаем 1 воздушную петлю. То есть здесь мы как провязали 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля. Далее вторая сторона, вяжем из кольца 3 столбика с накидом. Можно немножко затянуть кольцо до удобного размера. Провязываю 3 столбика с накидом. Вторая сторона. Плюс 1 воздушная петля. И вновь повторяю еще 2 раза. 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля. Связав 4-ю группу из 3 столбиков, далее для 4-го угла делаем 1 воздушную петлю. И далее завершаем вязание первого ряда. И мы затягиваем здесь начальное кольцо, потянув за хвостик, чтобы в центре практически не было отверстия. Хвостик нужно будет закрепить далее на изнанке. Чтобы завершить вязание первого ряда, необходимо через вершину первого столбика, здесь у нас была петля подъема, протянуть рабочую петлю на изнанку. Но далее, смотрите, мы подхватываем нить второго цвета, так как каждый ряд мы будем менять цвет нити, протягиваем через вот эту вот петлю, которую мы вытянули наизнанку, подхватываем нить от первого цвета и затягиваем. А здесь мы подхватываем ниточку от клубка, которая идет, немножко подтягиваем эту петлю, набираем 1 воздушную петлю подъема и начинаем вязать вот с первой угловой арочки. Здесь мы как бы немножко назад заводим крючок, можете вот эту петлю немножко растянуть. Вот заводим назад за первую арочку, подхватываем крючком нить и провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля вместо первого столбика с накидом. И далее начинаем вязать. И здесь мы из первой арочки вначале провязываем 3 столбика
с накидом. Это угловая арочка. И здесь мы будем заканчивать ряд, провязав из этой же арочки в конце ряда еще 3 столбика с накидом. Далее мы переходим, смотрите, вот 3 столбика пропускаем на вязание на следующей угловой арочке. Здесь мы должны провязать в начале 3 столбика с накидом. Далее 1 воздушная петля, это угол, получается, во втором ряду формируем, и вновь из этой же арочки 3 столбика с накидом. Пока мы не вяжем объемный узор, вот до следующего, получается, ряда. И вновь повторяем. На угловой арочке провязали 6 столбиков, через 1 воздушную петлю и переходим на следующую. Тоже здесь провязываем 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля и вновь из этой же арочки 3 столбика с накидом. Итак, на 3-й арочке провязываем 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля и вновь 3 столбика с накидом. И заканчиваем ряд. Причем обратите внимание, здесь по стороне мы не делаем 1 воздушную петлю, только по углам квадрата. И здесь мы заканчиваем ряд. Вот из последней арочки 1 воздушной петли делаем здесь 3 столбика с накидом. И плюс 1 воздушная петля. Далее делаем соединение ряда, начала и конца ряда, вот через 2 полупетли, как вершины первого столбика, рабочую петлю протягиваем на изнанку. Подтягиваем петлю, и мы здесь вводим уже новый цвет для вязания следующего ряда. Обратите внимание, что предыдущие цвета я пока оставляю за работу, так как их далее можно будет протянуть для вязания новых рядов. Ввожу новый цвет, затягиваю вот ниточку получается второго ряда, здесь от изнанки. Вот она ниточка, затягиваем. Здесь тоже подтягиваем петлю и плюс 1 воздушная петля подъема. Здесь вот эти хвостики тоже нужно будет потом закрепить на изнанке. И начинаем мы вязание вот с этой последней угловой арочки. Немножко назад вот отодвигаем крючок, и здесь мы провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля. И далее из арочки вначале здесь провязываем 3 столбика с накидом. Вот эти вот хвостики можно прокладывать вдоль вязания и обвязывать, тогда их не нужно будет прятать на изнанке. Вот я проложу вот вдоль ряда хвостик, и при вязании следующих столбиков как раз этот хвостик я закреплю. Далее смотрите, по центру между группами 3 столбиков вяжем так. Вначале вот между столбиками вводим крючок, провязываем столбик с накидом. Здесь мы уже начинаем вывязывать в 3-м ряду объемный узор. Далее делаем 2 накида на крючок и вводим крючок за ножку столбика на ряд ниже, то есть за ножку столбика первого ряда в центре. И провязываем рельефный столбик с 2 накидами впереди вязания. Далее делаем накид и между группами столбиками обычный столбик с накидом. Вот такой получается первый рельефный элемент.
Далее переходим на вязание на следующей угловой арочке. И здесь мы провязываем, как обычно, 3 столбика с накидом. По углам мы всегда будем вязать одинаково. 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля и еще раз 3 столбика с накидом. Далее переходим на вязание по стороне. Здесь получается мы один раппорт провязываем пока. Между группами столбиков столбик с накидом, 2 накида на крючок, вводим крючок, вот пропуская второй ряд за ножку столбика первого ряда, и это центральная ножка столбика. Провязываем рельефный столбик с 2 накидами. Далее вот тоже по центру столбик с накидом, получается третий. И переходим на вязание следующей угловой, на следующей угловой арочки или угла квадрата. 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля и плюс 3 столбика с накидом. Итак, повторяю вот этот узор с рельефными столбиками по 3 и по 4 стороне. Итак, я провязала 3 ряд 3 цветом и заканчиваю ряд и ввожу 4 цвет для вязания 4 ряда. Здесь точно так же через петлю вот первого столбика, здесь это петля подъема после столбика без накида, протягиваю наизнанку рабочую петлю. И далее подхватываю ниточку другого цвета, протягиваю через эту петлю, вот так придерживая, затягиваю предыдущий цвет. Далее вот этот хвостик буду обвязывать в процессе вязания 4 ряда. И смотрите, у меня уже вот 3 нити остается как бы за квадратиком. Здесь я набираю для 4 ряда также 1 воздушную петлю и начинаю вязать с угла. Вот первые 3 столбика с накидом. Завожу чуть-чуть крючок назад, провязываю вот столбик без накида плюс 1 воздушная петля вместо первого столбика с накидом. И далее еще из этого угла еще 2 столбика с накидом. Далее, смотрите, у нас уже в этом ряду вот между группами с 3 столбиков уже 2 промежутка. То есть здесь мы уже повторяем 2 раппорта с рельефными столбиками. И переходим на вязание уже рельефного узора по стороне арочки. Вводим крючок вот между 3 столбиками. Провязываем в начале столбик с накидом обычный. Далее 2 накида. И пропуская вот 3 ряд за ножку столбика 2 ряда, получается на ряд ниже, это средний столбик. Центральный столбик, провязываем на нем рельефный столбик с 2 накидами. И далее еще 3 столбик с накидом после рельефного столбика из того же промежутка. И еще 1 раппорт, второй провязываем, тоже столбик с накидом, рельефный столбик с 2 накидами на ножке столбика на ряд ниже, это центральный столбик, и еще 1 столбик с накидом. И переходим на вязание на углу квадрата. На углу мы вяжем одни и те же действия. Это 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля и 3 столбика с накидом на промежутке 1 воздушная петля. И провязав угол, переходим на вязание по второй стороне. И точно так же вот на 2 промежутках провязываем раппорт с 2 рельефными столбиками. Итак, провязываю по второй, по 3 и по 4 стороне. Уже здесь повторяя 2 раппорта рельефного узора. Итак, я заканчиваю вязать 4 ряд. Здесь на последней угловой арочке 3 столбика с накидом и 1 воздушная петля. И завершая вязание ряда, соединяя его начало и конец,
здесь через 2 полупетли, вот как вершины 2 первого столбика начального, протягиваю рабочую петлю на изнанку. Протянув петлю, далее смотрите, буду вводить нить другого цвета, и это у меня будет нить первого ряда. То есть здесь я не обрезала ниточки, вот они остаются от клубков. Я просто протягиваю вот до начала вязания следующего ряда через петлю, затем предыдущую нить затягиваю и убираю ее так, чтобы у меня ниточки не перекручивались, отставляю. Одна воздушная петля, возвращаюсь немножко назад, крючок, возвращаю и провязываю из первой арочки вместо начального первого столбика столбик без накида, 1 воздушная петля, и далее еще 2 столбика с накидом. И далее уже 5-й ряд. В 5-м ряду, смотрите, у нас получается 3 промежутка между по стороне между 3 столбиками. И здесь мы повторяем 3 раппорта с рельефными столбиками. Столбик с накидом, 2 накида на крючок, на ряд ниже за ножку столбика заводим крючок и провязываем рельефный столбик с 2 накидами. И из этого же промежутка еще 1 столбик с накидом. Далее повторяем столбик с накидом. И здесь, смотрите, мы уже заводим крючок за ножку рельефного столбика с 2 накидами. То есть здесь у нас вот такое переплетение получается. Провязываем рельефный столбик с 2 накидами и далее столбик с накидом. И переходим на вязание 3-го раппорта. На ряд ниже заводим крючок за ножку столбика, рельефный столбик с 2 накидами и столбик с накидом. По углам квадрата, где 1 воздушная петля, мы вяжем одинаково 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля для формирования угла в этом ряду и плюс еще 3 столбика с накидом. И переходим на вязание узора уже по следующей стороне. Провязываем по 2-й, по 3-й, по 4-й стороне. Точно так же заканчиваем ряд, как и в этом ряду. Подхватываем нить. Далее вот идет нить 2-го ряда. Тоже с изнанки протягиваем к началу вязания. Здесь будут вот такие вот протяжки. Хотите, можете присоединять нить другого цвета, каждый раз обрезать нить и присоединять, закреплять кончики только придется. Итак, вяжем квадрат на желаемую ширину. Каждый ряд у нас будет увеличиваться количество повторений от рельефного узора на 1 раппорт. Дорогие рукодельницы, я связала 2 квадрата бабушкиным квадратом по-новому, и хочу вам показать варианты расцвета, которые у меня получились. При вязании 1-го квадрата я чередовала 4 цвета: светло-бежевый, темно-бежевый, светло-зеленый, темно-зеленый. 2 раза повторила такое чередование, затем сменила чередование светло-бежевый, светло-зеленый, темно-бежевый и темно-зеленый. И закончила вязать квадрат 2 ряда светло-зеленый и 2 ряда темно-зеленый. И получился вот такой красивый микс. Для 2-го квадрата я использовала только 2 цвета. И смотрите, получаются вот такие геометрические рисунки. В центре вы видите геометрических линий, отходящие от центра и от углов. И здесь я чередовала 2 цвета, то есть каждый ряд меняла цвет: темно-зеленый и светло-бежевый. Далее вот такие вот полосы получаются при чередовании 2 ряда темно-зеленый, 2 ряда светло-бежевый, 2 ряда темно-зеленый, 2 ряда светло-бежевый. И получается красивый
квадрат с геометрическим рисунком. Я думаю, с таким рисунком получатся отличные диванные подушки.